In 2020, 3 women took a stand against the Belarusian leader, Alexander Lukashenko. It was a challenge he wasn't prepared for. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Within 2 months, Lukashenko would be facing huge protests on the streets of the capital Minsk. It was the biggest ever threat to his 30-year grip on power. Вы красавцы! Нам казалось, что увидев столько людей на улице, поняв, что люди хотят перемен, режим как бы пойдет на уступки. Любим! Любим! Мы же все, как в 2020 году, мы белорусы, как нация, мы родились. Мы здесь не для политики, мы здесь не для власти, мы здесь не для каких-то личных благ, мы здесь для перемен. И нам белорусы поверили. Все равно есть гордость за людей и за то, что случилось в 2020 году. Это такой, мне кажется, очень поворотный момент для белорусского народа. In the summer of 2020, these 3 women made headlines around the world. 5 years on, what happened to them and to their revolution they inspired? Беларусь. Александр Григорьевич Лукашенко. At the end of 2019, Alexander Lukashenko announced he would be standing for re-election as president of Belarus for the 6th time. He presented himself as an almost reluctant candidate, but no one doubted the outcome. Я уже наработался. Я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Лукашенко приходит и уходит. And then something unexpected happened. Я абсолютно не публичный человек. Для меня это все такая новинка, и как бы я оказалась-то совершенно случайно в этом положении. Вот все говорят, куда ты лезешь, там это же не в куклы играть. Я это все понимаю, и это не моя стихия абсолютно, вот абсолютно. Но если бы мне пришлось идти дальше, да, то при существовании команды, которая тебя поддерживает, которая поддерживает женщину, она научится всему. Женщины очень гибкие. Svetlana Tikhanovskaya, a woman with absolutely no political experience, announced she was entering the race. She said she was standing in place of her husband, a well-known opposition activist who'd just been arrested. Люди увидели в Сергее Тихановском будущего президента, а власть увидела в Сергее Тихановском серьезного оппонента. Но вместо него стала я, его жена Светлана Тихановская. 2 other women, representing barred opposition candidates, quickly joined her. За 15 минут мы приняли решение о дальнейших действиях. И тем самым мы показали, как быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться. Нам потребовалось всего лишь 15 минут. Это было впервые, когда оппозиционные политики Беларуси, а как правило у нас, вы знаете, в Беларуси в основном политики это мужчины. Женщин у нас крайне мало в политике. Да? Мы сели за стол переговоров, и мы действительно, еще раз хочу напомнить всем белорусам, что мы договорились объединиться вокруг только 2 правил. Это выпускаем всех политзаключенных и проведение новых выборов в течение 6 месяцев. Ничего другого не было, никто себя не называл ни лидером. Многие из вас знают, что я не политик. Но, как вы знаете, я здесь ради любви. The entrance of these 3 women electrified the campaign. Привет, Смолевичи! Сегодня вся команда в сборе. Светлана Тихановская, лицо компании.
When the votes were counted, Svetlana's supporters were convinced she had won. But Lukashenko claimed a landslide victory. Protesters took to the streets across Belarus. In response, security forces launched a brutal crackdown. We saw protesters being beaten, and we saw young people coming out of detention centres with injuries on their bodies. Okay, I admit it. You admit it? People were beaten at the Akrestina detention centre. But there were police beaten up too, and you didn't show this. Я понимаю, что мы не были подготовлены. Мы на самом деле и не готовились к каким-то кардинальным, да, переменам. Ни какой-то военный переворот, да, никакого насилия. Просто люди мирно выходили, чтобы показать, нас много, мы хотим перемен. Люди шли с чистой душой, со светлыми глазами, что вот мы же тут вот мирно вышли, давайте как-то и мирно проведем этот процесс. Просто нужно было... Может быть, чтобы более опытные представители оппозиционного движения нам, неопытным, могли рассказать, как лучше подготовиться. Возможно, риторика должна была быть другой, не такой жесткой, не такой максималисткой на самом деле, именно со стороны демократического движения. Но с другой стороны, насколько я помню, эти попытки все равно, они были на самом деле. Вступить в контакт, отправлялись и обращения, но там не было реакции. В тот момент вот это объединение штабов, оно, конечно, сыграло свою колоссальную роль. Дальше не то чтобы наши судьбы разошлись, просто у каждого случилось по-разному. Of the 3 women leaders, only one is still in Belarus, and she is in prison. Maria Kolesnikova was arrested a month after the elections. The authorities had tried to throw her out of the country, but she ripped up her passport on the border to stop them. Когда Машу похитили, сутки не было никакой информации. Это был, это самый ужасный, наверное, да, вот день в жизни, когда ты не знаешь, чего ожидать, и вообще, жива ли Маша. Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам. Kolesnikova was sentenced to 11 years in prison. Her sister Tatiana now campaigns for her and other political prisoners. Колесникову почему бы не выпустить? Колесникову? Да. У нас есть закон. Человек осознал свою вину. Если осознал, он обратился к президенту только, так как и у многих других стран, с просьбой о помиловании. Ну что ж, мы рассмотрим, если человек исправился там, если он не нарушает закон в колонии исправительной, если какие-то показания по здоровью, мы обязательно этих людей, прежде всего, скорее всего, помилуем. С ней нет никакой связи, более 2 лет. Последняя информация, которая была о том, что Маша находилась в отряде с другими женщинами, у нее немного улучшенное питание, ей улучшили оказание медицинской помощи. Маша была операция на язву, был перитонит, ее срочно отвозили в больницу, фактически там спасли в последний момент. Напомню, что в прошлом году была информация, что Маша очень сильно похудела, там до 45 килограмм. То есть, конечно, это значит, что те условия, которые у нее были, они фактически просто медленно ее убивали. Маша — это, конечно, пример невероятного мужества. И ее поступки, то, что она и осталась в стране как лидер, то, что она порвала паспорт, не позволила себя из страны выдавить, то, что сейчас она, находясь в тюрьме, отстаивает и свои интересы других политзаключенных, и, как говорят, что она не выйдет из тюрьмы, пока не выйдет последний заключенный. Это, конечно, показывает Машу как явного лидера белоруса. Veronika Tsepkalo left Belarus just before the August elections, after her husband was threatened with arrest. Svetlana Tikhanovskaya was forced to leave the country 2 days after the vote. She said
The authorities threatened to arrest her and to put her children in care. Ну, давайте, если считать в сухом остатке, мы были всего лишь 1,5 месяца вместе, и за 1,5 месяца смогли, конечно, сплотиться и сплотить белорусов и сделать невероятно, как говорила Маша. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, как ты говоришь. Мы же никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. И я уже, наверное, раз 5 заявлял о том, что мы не злопамятные люди, не зловредные. Каждому будет предоставлен шанс. Svetlana Tikhanovskaya is still recognized by many European countries as the democratic leader of Belarus. She says her priority is working for the release of political prisoners, helping Belarusians exiled abroad, and keeping the country on the international agenda. Политика так не стала моей стихией. Это то, что я обязана, за что я взяла ответственность. Я должна это делать, и я очень легко распрощаюсь с этой ролью, когда придет время. Veronika Tsepkalo now lives abroad with her family. She is proud of her work supporting women who have fled Belarus. Все мои международные премии, которые я получила за 5 лет, часть премии мы получали в денежном эквиваленте, часть премии это были чисто медали или грамоты. Все до копейки премии я отправила на помощь белорусским. В октябре 2020 года я создала Белорусский женский фонд, который был зарегистрирован на территории Латвии. И главная цель нашего фонда была как раз-таки документирование всех преступлений режима Лукашенко против белорусских женщин. Одновременно с документированием вот этих фактов мы проводили и оказывали психологическую помощь белорусским, мы оказывали юридическую помощь белорусским, потому что многие женщины уезжали из Беларуси с одним чемоданом, без документов, без денег. But Veronika is bitter about what happened to the opposition after that summer of protests. Мы верили, что будет продолжаться вот это объединение, которое было в Беларуси, да, то есть объединение 3 штабов. К сожалению, у нас вдруг появился один человек, который себя называл демократическим лидером Беларуси, национальным лидером Беларуси. Притом она себя назвала только после того, как мы выехали из Беларуси. Я думаю, что, возможно, так говорят люди, которые меня совершенно не знают. Потому что политических амбиций у меня так и не случилось. Да, и я очень хотела бы, чтобы мы закончили нашу революцию, наше восстание мирным транзитом власти и наконец-то пришли к новым честным выборам, на которые я точно не пойду. In June 2025, Svetlana was finally and unexpectedly reunited with her husband Sergei. He and 13 other political prisoners were released from jail after a visit by US Special Envoy Keith Kellogg. Maria was not among them. Мы с Сергеем не собираемся конкурировать. Я думаю, что Сергей, ему еще нужно понять, что было за эти 5 лет, определиться, чем он хочет заниматься. Здесь вопрос, кем он будет рядом со мной. Я, конечно, тут шучу, потому что все-таки есть статус президент-элект, и это признается нашими зарубежными партнерами и белорусами, несмотря на то, что может быть и критика, может быть какое-то негодование, да, но я, может быть, немножко себя похвалю тем, что я за эти 5 лет ни разу не покривила душой. Я иду вперед с чистыми помыслами и с чистым сердцем. Моя совесть абсолютно чиста перед белорусами. Repressions have intensified in Belarus since the August 2020 protests. Thousands of people have been jailed. Many have suffered torture and mistreatment in detention. Hundreds of thousands more have left the country. But the 3 women who inspired Belarusians to dare to call for change still refuse to give up hope. Без Беларуси мне всегда будет одиноко. Я ни в одной стране не смогу почувствовать себя дома. Именно это то, что я говорю своим детям. Мы здесь не дома, мы здесь в гостях. Главное, чтобы не дать режиму опять запихнуть в этот зубной тюбик людей, которые боятся слова сказать. Я уверена, что в белорусах этот огонь жив, и сейчас в Беларуси живут в таком режиме самосохранения, но когда будет момент, поверите, все повторится и даже в гораздо больших масштабах.